Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. Меня зовут Артур. В сегодняшнем обзоре будет компания Leggett & Platt. Это ведущий производитель, который работает в секторе потребительских товаров, производит пружинные матрасы, производит различные механизмы для кресел, для диванов, кроватей. Работает в сфере автомобильной промышленности, делает кресла, также работает в аэрокосмической отрасли. Ну что ж, друзья, давайте поподробнее сегодня поговорим о компании Leggett & Platt, сравним ее с конкурентами, выделим ее конкурентные преимущества. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, поехали! Компания Leggett & Platt – это многопрофильный производитель, который разрабатывает и производит широкий спектр инженерных компонентов и продуктов, которые можно найти в большинстве домов и автомобилей. Значит, как я уже отметил ранее, это компания, ведущий американский производитель постельных принадлежностей, автокресел и поясничных систем, и специальных пен для постельного белья и матрасы, изготовленные под частными торговыми марками, комплектующие для домашней мебели и рабочая мебель, стяжка пола, регулируемые кровати, постельное белье промышленного оборудования. Значит, наше основное сырье – это сталь. Основные операции включают штамповку металла, формовку, механическую обработку, покрытие, сварку, волочение проволоки и сборку. Значит, особенности компании – это сильный баланс и денежный поток, ориентация на общий доход акционеров. Значит, это дивидендная доходность порядка 4% и 49 лет ежегодный рост этих дивидендов. Значит, рамки роста. Здесь ориентация на рост среднего годового дохода на 6-9%. Значит, 4 направления роста – это увеличение содержания и новые программы, расширение адресных рынков, определение новых платформ роста. Значит, приоритеты долгосрочного использования денежных средств – это финансирование органического роста, выплата дивидендов, финансирование стратегических приобретений и выкуп акций за наличные деньги. Как видно из графиков, на протяжении одного года стоимость акций компании упали на 20%. За 5 лет стоимость акций компании упала примерно на 5%. Что касается 10 лет, то стоимость акций компании выросли на 85%. Конечно, COVID-19 не обошел стороной и данную компанию, данный сектор. Значит, компания стоит на пороге получения статуса дивидендного короля. Это компания, повышающая дивиденды на протяжении последних 50 лет. Как уже было отмечено ранее, компания 49 лет наращивает выплату дивидендов. Ей остается всего чуть-чуть, чтобы получить статус дивидендного короля. Значит, ведущий производитель постельных принадлежностей, систем автокресел и компонентов мебели сообщил о рекордной прибыли на акцию и денежном потоке в третьем квартале 2020 года. Столь высокие показатели были достигнуты несмотря на встречный ветер пандемии COVID-19. Пандемия может закончиться в 2021 году, если появятся вакцины против коронавируса, и, соответственно, в следующем году бизнес компании может вырасти еще больше. Значит, что касается уровня продаж по итогам 2019 года, то можно отметить разбивку различных компонентов, да, которые были достигнуты. Значит, 46% общей выручки компания получила от продажи компонентов постельного белья. Автомобильная опора для сидения и поясничная система – это 18%. Специальная пена для постельного белья и собственной марки готовых матрасов – это 17%, комплектующие для домашней рабочей мебели – это 14%, аэрокосмические принадлежности порядка 3% и гидравлические цилиндры – это 2%. Тем самым бизнес компании имеет разные направления деятельности, и можно сказать, что компания диверсифицирована по отношению к своим конкурентам и имеет различные секторы управления. В какие фонды включена LEG? Значит, на сегодняшний день крупным держателем акций компании LEG является фонд SPDR S&P Dividend ETF, который имеет в своем счету 4,5 миллионов этих акций. Что касается наибольшего роста ETF среди всех конкурентов с участием компании LEG, то это
ETF First Trust Dorsey Right Momentum и Dividend с тикером DDEF, который вырос на 2,8%. Значит, ну, мы видим, что ETF фонды активно покупают и имеют в своем портфеле компанию LEG. Что касается деятельности хедж-фондов в отношении компании, в конце июня 29 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, были оптимистично настроены по отношению к компании, что на 16% больше, чем в предыдущем квартале. Ниже можно увидеть, как изменилось отношение хедж-фондов в отношении LEG за последние 20 кварталов. Итак, давайте посмотрим, какие хедж-фонды были среди основных держателей акций и какие хедж-фонды делали большие покупки и продажи. Значит, самая большая доля LEG принадлежала Scopus Asset Management, которая сообщила о владении акциями на сумму $49 миллионов на конец сентября. За ним последовала компания Adage Capital Management с позиции $30 миллионов. Значит, как видно, хедж-фонды также активно настроены в отношении компании LEG, и они эту компанию покупают. Что касается инсайдерской информации на покупку и продажу активов. На покупку активов мало информации, а точнее последняя покупка данной компании была зафиксирована в 2015 году. Что касается продаж, то здесь несколько видна активная деятельность инсайдеров, а именно последняя продажа была совершена в декабре текущего года. Это можно отметить, что инсайдеры активно продают компанию, они и премируются, и выходят, так скажем, в хороших точках, в которых можно продавать данную компанию. Что касается институциональных инвесторов в отношении LEG, то самым большим держателем акций данной компании является Vanguard Group, который имеет в своем портфеле 14 миллионов этих акций на сумму более $576 миллионов. Что касается сделок, то Prudential открывал позицию в третьем квартале 2020 года, покупал на сумму $94 миллионов, примерно на чуть больше 2 миллионов этих акций. Как мы видим, за третий квартал динамика купли-продажи примерно 5 к 5, то есть 1 к 1, и на покупку, и на продажу. Как же себя чувствует LEG в отношении конкурентов? Большинство наших конкурентов это небольшие частные компании, большинство из них концентрирует свои усилия на одной товарной категории в одном географическом регионе. Почти нет крупных государственных фирм, которые напрямую конкурируют с нами. Значит, компания выпускает акции в обращение, значит, на протяжении 20 лет компания уменьшает и выкупает свои акции из рынка. Как мы видим, в 2001 году было количество акций в обращении 196 миллионов, на конец третьего квартала 2020 года 132 миллиона. То есть идет обратный выкуп акций. Доля рынка в сегменте коммерческого оборудования LEG занимает 2,8%, и она увеличила свою долю по отношению к третьему кварталу текущего года. Что касается доли сегмента промышленных материалов за третий квартал 2020 года, то она составляет 3,57% от общей массы. И в сегменте промышленные материалы выручка упала на примерно 50%. Что касается доли рынка сегмента жилой мебели за третий квартал, то здесь также выручка упала на 9%, и компания потеряла долю рынка примерно до 9%. Что касается доли сектора потребительских товаров, так называемых Consumer Staples в индексе S&P 500, то данный сектор занимает 6,8% от общей массы портфеля индекса S&P 500. Значит, что касается роста данного сектора за 5 лет, индекс вырос на 82%, данный сектор потребительских товаров вырос на 36%. И как вы можете отметить, за 5 лет акции компании LEG упали примерно на 5%. Что касается 10-летнего диапазона времени, то S&P вырос на 191%, значит, сектор потребительских товаров на 127%.
акции LEG выросли на 80%. То есть примерно динамика за 10 лет она положительная. Конечно, хотелось бы видеть ее больше, но имеем то, что имеем. Что касается сравнения LEG со своими конкурентами, давайте обратимся к рейтингу Fortune 500. И на первом месте среди потребительских товаров занимает компания Stanley Black & Decker, тикер SVK. И в данном ролике мы будем сравнивать компанию LEG с данной компанией. Давайте вернемся к истории LEG. Значит, GP LEG, Leggett и CB Platt были жителями Карфагена, графстве на юго-западе Миссури, когда они основали свое деловое партнерство в 1883 году. GP Leggett был изобретателем и имел в своем активе несколько патентов. Когда он разработал идею спиральной пружины, он обратился к своему будущему зятю CB Platt за его производственные возможности и опытом. Вместе они создали пружинную LP, запатентованную в 1885 году, которая обеспечивала лучший ночной сон на свете. Значит, сегодня компания обслуживает больше клиентов, предлагая больше продуктов и больше возможностей для роста, чем когда-либо прежде. Что касается стратегического и корпоративного управления и бизнес-сегментов компании, она развивается в секторе постельных принадлежностей, в секторе мебели, полов и текстильных изделий и в секторе специализированных продуктов. Специализированные продукты можно найти на многих рынках. Это в автомобильной промышленности. Компания является ведущим в мире разработчиком и производителем систем поддержки сидений и комфорта. Также компания является крупным поставщиком труб из титана, никеля и нержавеющей стали для аэрокосмической промышленности и обслуживает строительный рынок с помощью нашей группы гидроцилиндров. И так как уже было отмечено, компания в основном занимается в 3 сферах. Это постельные принадлежности, это мебель, текстильные какие-то изделия, да, и специализированные продукты. 6 ключевых финансовых направлений по определению роста компании. Первое – это растут ли финансовые потоки. Что касается продаж, то по итогу 9 месяцев 2020 года уровни продаж упали по отношению к 2019 году. Значит, также данный показатель за 3 месяца, закончившиеся 30 сентября, также упали по отношению к 2019 году. Что касается выручки. Выручку можно определить как сумму денег, которую компания получает от своих клиентов в обмен на продажу товаров или услуг. Выручка – это верхняя строка отчета о прибылях и убытках, из которой вычитаются все затраты и расходы для получения чистой прибыли. За последние 9 месяцев выручка компании примерно на 9% меньше по отношению к годам ранее. Что касается SVK, то данный показатель выручки также меньше, примерно на 4% по отношению с аналогичным периодом прошлого года. То есть несколько выручка упала у одной, у другой компании. Но также тренд общий по компании LEG, примерно выручка находится в таком боковом движении. Если сравнить, допустим, в 2006 году и сейчас, она примерно находится в одних диапазонах. Несколько лучше дела у компании SVK, она наращивает свою выручку из года в год и видна такая положительная динамика. Растет ли прибыль? Чистая прибыль может быть определена как прибыль или убыток после учета всех статей доходов и расходов. Значит, чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года на 22% меньше, чем годом ранее. По компании SVK, значит, выручка за 9 месяцев больше на 46%. Конечно, это положительно сказывается на компании. Если мы отметим общий тренд за 2006 год, то примерно в таком боковом диапазоне находится компания LEG, но она также в кризисный год 2008 уходила в убытки. Что касается компании SVK, то она все-таки 2008 год пережила с плюсом, не уходила в убыток, да, и видна такая тенденция развития чистой прибыли. То есть в данном отношении компании SVK также можно поставить плюсик. Что касается операционной прибыли.
Операционная прибыль может быть определена как прибыль после вычета операционных расходов и до вычета процентных платежей и налогов. Что касается компании LEG, то операционная прибыль уменьшилась на примерно 15% к прошлому периоду 2019 года. А по компании SVK также операционная прибыль несколько уменьшилась по отношению к предыдущему году. Ну, по динамике одной и другой компании примерно мы можем выстроить один и тот же тренд. Несколько он будет лучше у компании SVK. Растет ли собственный капитал? Собственный капитал, тут мы видим такую зеркальную картину. У компании LEG собственный капитал он уменьшается, но несколько вырос в последнем квартале, да, и в последнем году. То есть такая немножко положительная динамика. Примерно с 2016 года собственный капитал он немножко растет. Что касается компании SVK, то компания увеличивает свой капитал из квартала в квартал, и тут прям такая ярко выраженная картина обрисовывается. То есть здесь в этом отношении также мы можем сказать плюсик в отношении компании SVK. Валовая прибыль. Валовая прибыль может быть определена как прибыль, которую получает компания после вычета переменных затрат, непосредственно связанных с производством и продажей ее продукции или оказанием услуг. Валовая прибыль по компании LEG за 9 месяцев 2020 года уменьшилась на примерно 8%. По компании SVK валовая прибыль также уменьшилась примерно на 5% по отношению к прошлому периоду. Что касается сравнения с индустрией, то валовая прибыль несколько меньше, чем по индустрии. Это касается компании LEG. Что касается компании SVK, то валовая прибыль больше по отношению к сектору. Здесь также можем поставить плюсик компании SVK. Растет ли свободный денежный поток? Свободный денежный поток у компании LEG несколько увеличился в последние 12 месяцев по отношению к предыдущему периоду. И по компании SVK также свободный денежный поток он увеличился. Примерно одна и та же динамика можем увидеть по двум компаниям. Растут ли дивиденды? Как мы отметили ранее, компания LEG уже на протяжении 49 лет увеличивает свои дивидендные выплаты, но также и по компании SVK, она уже является, кстати, дивидендным королем, она на протяжении 52 лет подряд увеличивает свои дивидендные выплаты. В этом отношении обе компании заслуживают положительной оценки. Сколько компания направляет на выплату дивидендов? Значит, компания LEG направляет 77%, а компания SVK направляет примерно 33%. То есть в этом отношении компания SVK немножко более устойчивая и меньше подвергается рисков, но дивидендная доходность все-таки она несколько ниже у компании SVK, да? То есть если вам нужна более дивидендная компания, то LEG больше подходит под эту стратегию. Как растет цена на акцию? Значит, если бы мы инвестировали в обе компании начала периода в 1995 году, на тот момент цена акции LEG составляла $11,5, компании SVK $20. На конечный период, значит, цена акции LEG составляет $50,5, компании SVK $165. То есть с учетом реинвестирования дивидендов мы получили бы большую отдачу, если бы мы проинвестировали в компанию SVK. То есть наша годовая прибыль примерно средняя составляла бы порядка 12%. У компании LEG она примерно была бы 10%. То есть небольшой, но прирост был бы в отношении компании SVK. Может ли компания покрывать свою задолженность в следующем году? По коэффициенту текущей ликвидности, который измеряет способность компании платить по краткосрочным обязательствам, значит, компания LEG, ее коэффициент текущей ликвидности составляет 1,6. Он несколько ниже по отношению к медиане. Ну и по компании SVK, значит, 1,37 коэффициент текущей ликвидности. Он также ниже, чем средняя по медиане 1,93. Ну, тут мы можем поставить примерно одинаковые баллы одной и другой компании.
Какие долги у компании? Отношение долга к собственному капиталу. Это показатель финансового рычага компании, рассчитанный путем деления ее долгосрочной задолженности на собственный капитал. Значит, отношение debt to equity у компании LEG 1,47. Он несколько выше, чем у индустрии. Ну, вот здесь можем поставить такой небольшой минус все-таки компании LEG. Что касается компании SVK, то отношение долга к собственному капиталу является 0,5. Это хороший показатель, но несколько он тоже выше, средняя по медиане 0,32. Здесь мы можем поставить хороший плюсик компании SVK. Какая рентабельность у компании? Рентабельность собственного капитала. Значит, рентабельность собственного капитала может быть определена как сумма чистой прибыли, возвращенная как процент от собственного капитала. И она измеряет прибыльность корпорации, показывая, какую прибыль компания получает с деньгами, вложенными акционерами. Здесь рентабельность собственного капитала 18% у компании LEG. Она рентабельность выше, чем средняя по медиане. Это положительно влияет на компанию. По компании SVK рентабельность также выше, чем средняя медиана по данному сектору. Обоим компаниям можем поставить плюсик, у них хорошая рентабельность собственного капитала. Что касается рентабельности собственных активов, то также несколько выше у компании LEG, чем средняя по медиане, и выше у компании SVK. То есть обоим компаниям мы можем поставить однозначно плюс. Маржа чистой прибыли. Маржа чистой прибыли может быть определена как чистая прибыль, как часть общего дохода от продаж. Маржинальность, значит, чистой прибыли у компании LEG 5,45, это выше, чем средняя по медиане. И у компании SVK тоже чистая прибыль, маржа чистой прибыли, она выше, чем среднего по медиане. Обоим компаниям мы можем поставить однозначно плюс. Что касается дивидендной доходности, по компании LEG она составляет 3,89%, примерно 0,40 центов на одну акцию. Значит, что касается компании SVK, то здесь дивидендная доходность меньше, как было упомянуто ранее, она составляет 1,6% или 70 центов на одну акцию. Одна и другая компания ежеквартально выплачивает дивиденды. Менеджмент компании LEG он состоит из 7 человек. Также в совет директоров входит у нас 10 человек, и большинство из них входит также из менеджмента компании в совет директоров. Что касается сплита акций LEG, ее исторический рост дивидендов и как ковид повлиял на компанию LEG. Значит, что касается сплита акций, то было 3 сплита акций за историю компании, 2 к 1, все 3 раза в 92 году, 95 и 98 году. Что касается COVID-19, то акции Leggett & Platt торговались по $34 11 марта 2020 года, когда COVID-19 достиг статуса пандемии по данным Всемирной организации здравоохранения. С тех пор акции LEG выросли на 20% и сейчас торгуются по $41. То есть компания вышла довольно-таки быстро, да, из этого кризиса и сейчас торгуется по справедливой цене. Что касается мнения аналитиков и инсайдерской информации. По компании LEG 5 аналитиков опубликовали свои прогнозы, значит, на 12 месяцев. Их средняя цена составила $39. Это примерно на 4% снижения. Значит, наибольшая цена составила $52 в отношении LEG, наименьшая $20. Средняя цена составила $39. Что касается компании SVK, то 15 аналитиков высказали свое мнение по данной компании со средней ценой на будущие 12 месяцев $175, что является небольшим снижением. То есть аналитики прогнозируют небольшое боковое движение по компании SVK и небольшое снижение по компании LEG. Что касается инсайдерской информации и покупки и продажи данных активов, то по обоим компаниям с 2017 года не было покупок, а были только продажи. Что касается доли сектора потребительских товаров в моем портфеле и в секторе индекса S&P 500,
В секторе индекса S&P 500, значит, данный сектор занимает 5,9% от общего портфеля. Что касается доли сектора потребительских товаров в моем портфеле, он занимает 2,5%. Ну что ж, друзья, на этом видео подошло к концу. Если вам понравился данный видеообзор, поставьте лайки, напишите комментарии, какие бы вы хотели увидеть обзоры компании в следующих роликах. И также не забудьте подписаться на мой канал. Всем удачи, пока!